Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители! В этом видео я расскажу вам о самом лучшем и самом экономичном методе выращивания микрогрина, дам всю необходимую информацию от А до Я, как любой человек у себя дома может вырастить микрогрин, не имея никакого специального оборудования, а также расскажу о том, как выращивать микрогрин и избежать при этом плесени. Сразу хочу отметить, что я пробовала выращивать разные виды семян, пробовала абсолютно разные виды проращивания с замачиванием семян, без замачивания семян, с выращиванием на земле, на грунте, в вермикулите, с высаживанием на специальные коврики, например, льняные коврики, с высаживанием на салфетку. Также пробовала выращивать в специальных проращивателях, которые еще называются спраутеры. И на моем канале вы можете найти еще видео с важной информацией, как выращивать микрогрин дома по ссылочке вверху экрана, а также можете найти все ссылочки в описании. Итак, кратко, микрогрин – это молодые побеги растений, и в качестве микрозелени используют как традиционную зелень, так и молодые побеги различных других растений, злаков, семечек и бобовых. Микрозелень – это крайне важный и наполненный витаминами и различными полезными микроэлементами продукт, и я предлагаю вам выращивать у себя дома микрозелень и иметь витамины у себя дома ежедневно и круглогодично. И сейчас я расскажу вам о самом лучшем и почти бесплатном методе, как выращивать микрогрин дома. И если это видео будет вам полезным, то вы можете сказать спасибо за мою работу, нажав лайк под видео. Итак, все, что вам нужно будет купить, это только семена микрогрина по вашему вкусу. Я рекомендую покупать семена микрогрина в интернете оптом, так как показывает моя практика, те семена, которые продаются в специализированных магазинах, которые занимаются продажей растений, они не всегда качественные и не всегда хорошо и полностью прорастают. Предполагаю, что это может быть связано с какой-то обработкой данных семян, поэтому перед покупкой я рекомендую вам уточнить у продавца, были ли обработаны чем-либо семена, и допускаю, что семена могут быть обработаны только раствором марганцовки для их обеззараживания. Также вам понадобится иметь емкость для проращивания. Это может быть поднос, тарелка или любая упаковка от продуктов, к примеру, как у меня. Также вам понадобится иметь бумажные полотенца или салфетки, пакеты и чистую воду в пульверизаторе. Я рекомендую вам для себя, для питья, для приготовления пищи, для ваших растений использовать только живую воду. И если вы еще не знаете о свойствах такой воды и как ее легко приготовить в домашних условиях, то я предлагаю вам видео, в котором я даю максимум информации на эту тему. Ссылочку вы можете найти вверху экрана, а также в описании под данным видео. Проращивание семян на земле и в вермикулите чаще приводило к загниванию. Выращивание семян на различных специальных ковриках, таких как льняные коврики, требует дополнительных затрат, а бумажные салфетки стоят намного дешевле, поэтому я остановилась именно на них. Также я пробовала проращивать семена с замачиванием и без. Результаты были примерно одинаковые, но некоторые семена при замачивании могут обволакиваться некой такой слизью, что в дальнейшем вызовет трудности при проращивании. Поэтому сейчас я вам расскажу о самом простом и самом экономичном и несложном способе. Итак, в чистую емкость вам нужно постелить 3 слоя бумажных полотенец. А если вы выращиваете, к примеру, какие-то крупные семена, бобовые, семечки, то лучше брать от 4 слоев. Этого будет достаточно.
И я рекомендую вам брать салфетки из макулатуры темного цвета, так как белые салфетки специально выбеливаются химикатами. Далее вы сбрызгиваете салфетки водой, разравниваете рукой так, чтобы не было бугорков, либо можно ставить ваши емкости одну на другую, и так они идеально разравнивают поверхность. Далее вы рассыпаете семена по всему периметру, сбрызгиваете еще раз сверху семена водой и накрываете пакетом. Это все. Очень просто. Дальше вам нужно будет просто ухаживать минимально за своим огородиком, а именно следить, чтобы ваша салфетка не пересыхала, но и не была чересчур влажной. Для этого 1-2 раза в день вам нужно будет открывать пакет ваших емкостей, сбрызгивать семена водой, именно сбрызгивать, но не поливать, чтобы влаги не было слишком много. И также 1-2 раза в день нужно будет просто открыть, чтобы ваш огородик он подышал. Примерно полчаса, час, у кого как получится. Скажу на своем примере, что у меня не всегда получается уделять 2 раза в день внимание огородику, поэтому я могу иногда даже 1 раз в день открыть его, дать подышать семенам 1-2 часа, потом сбрызгиваю водой и обратно накрываю пакетом. Важно, не нужно поливать ваши семена водой слишком обильно. От переизбытка влаги будет образовываться плесень. Буквально на 2-3 день у вас уже появятся первые росточки, и на фото вы можете видеть мои примеры, которым примерно 3 дня с момента посева. Здесь вы можете видеть семена салата, редьки, редиски и люцерны. Кстати, лучше всего лично у меня прорастает именно редька, редиска, красная капуста и различные бобовые. Обратите, пожалуйста, внимание, вы можете увидеть на росточках белый пушок, напоминающий плесень. Но эта белая пушистая штука – это не плесень, это корневые волокна, и они важны и нужны. Продолжайте ежедневно сбрызгивать микрогрин и давать ему подышать. А когда он подрастет на 1 и более сантиметров в высоту, то накрывать его уже не нужно, и важно поставить его на солнечное место. Чем больше света получит ваша зелень, тем лучше она будет расти. И примерно через неделю ваш огород будет радовать вас вкусной и полезной зеленью, не обработанной никакими химикатами. Микрогрин, которому примерно 7-10 дней, уже можно и нужно кушать, иначе он начнет увядать. И как только вы заметили, что ваши росточки перестали прибавлять в высоту, то смело его срезайте. Я лично рекомендую делать это маникюрными ножничками, это самый удобный способ. Вы можете добавлять микрогрин в еду, в любые салаты, украшать им ваше блюдо, это очень красиво выглядит. И можете просто кушать микрогрин пучками. В описании под данным видео вы можете найти ссылочку на видео, в котором вы увидите примеры микрогрина, которому около 10 дней. Помните, самое важное правило – не давайте пересыхать салфетки, но и не переборщите с влагой. Также вашему вниманию вариант получения проростков в специальном проращивателе спраутере. Это самый простой и недорогой вариант. На данный момент его цена примерно $10-15. Обратите, пожалуйста, внимание на фото. Это нут, так называемый турецкий горох. Этим проросткам уже 3-4 дня, и они имеют довольно большую длину. А в пищу лучше употреблять культуры с более мелкими проростками, примерно до полусантиметра. Здесь же ростки уже довольно большие, и их я оставлю для дальнейшего прорастания. Это даст зеленые побеги, которые я буду в дальнейшем отдельно срезать. Моя рекомендация: в таких проращивателях лучше делать проростки бобовых, семян, любых культур, где вам не нужны зеленые побеги, а именно белые маленькие росточки культуры, которые являются самыми полезными и которые вместе с семенами вы будете в дальнейшем употреблять.
для получения именно зеленых ростков различных культур, таких как бобовые, семечки, я рекомендую вам использовать обычный способ проращивания без использования спраутеров. Самый дешевый, простой и экономичный способ вы можете увидеть по ссылочке, которую сейчас видите вверху экрана, а также все ссылки будут оставлены внизу под данным видео. Вскоре на этом канале я добавлю видео, как правильно и эффективно использовать подобные проращиватели. Я желаю вам удачи в выращивании, и если информация в этом видео была вам полезной, то вы можете поддержать его, нажав лайк под видео, а также подписывайтесь на канал, потому что здесь вы регулярно сможете получать разнообразную, важную и полезную информацию. И я благодарю вас за внимание и желаю всего самого доброго и позитивного вам и вашим близким.